Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаем задачи LeetCode. Сегодня задача 341. Приведение вложенного списка в плоское состояние. Уровень Medium. Нам дан вложенный список чисел Nested List. Каждый элемент этого списка может быть либо числом, либо также вложенным списком. Необходимо реализовать nested итератор такой, чтобы у него были методы next и hasNext, и результатом работы итератора должен быть плоский список. То есть, если посмотрим на примеры, мы видим, что у нас есть список, в котором первый элемент — это вложенный список с двумя значениями, второй элемент — это число 2, а третий элемент — это также вложенный список с двумя значениями, 2 единицы. В результате у нас получается список из 5 элементов, плоский. Если посмотреть пример в коде, то мы видим, что каждый элемент в нашем исходном списке — это не просто число, а специальный объект nested integer, у которого есть 3 метода. Первый метод, который проверяет, целое ли это число. Второй метод, который получает значение этого числа. И третий метод — это получает список, если это не целое число. Далее мы видим пустые методы, которые нам надо реализовать. Для начала заведем внутреннюю переменную, в которой будем хранить наш плоский список. Для этого назовем переменную поле Q, то есть плоский список будет в виде очереди. Складывать будем в конец очереди, а возвращать по элементам из начала. Для этого воспользуемся методом dec, то есть двухсторонняя очередь. Также у нас будет вспомогательный метод, который назовем fillQ, который будет раскрывать наш вложенный список и складывать элементы в очередь. Методы next и hasNext достаточно простые. В методе next будем возвращать значение из очереди с помощью функции popleft. То есть удалять элементы с левой стороны очереди, то есть сначала. hasNext будем возвращать очередь. То есть если значение не пустое, то есть в очереди есть хотя бы один элемент, значит у нас есть, соответственно, следующий элемент. И последнее, нам надо реализовать сам метод заполнения очереди. Назовем параметр numbers. В цикле проходим по каждому элементу. И если это число, то есть вызываем метод из integer, в примере выше,
Если это число, то, то кладем число в очередь. Self u append. Число берем, вызываем метод getInteger. Если же это не число, то есть иначе, вызываем еще раз функцию fillQ и передаем туда наш список. Это number getList. По идее, это все решение. Попробуем выполнить. Тесты прошли. Попробуем отправить это решение. Решение принято. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.